Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами в разных форматах встречаемся регулярно, имея в виду представителей муниципального сообщества, а вот в таком более обширном кругу не так часто, как хотелось бы, но тоже регулярно, раз в год у нас мероприятие подобное проходит уже третий год подряд. Надеюсь, что это имеет значение и для вас, для меня точно имеет большое значение, потому что вы с людьми общаетесь, и напрямую еще один канал связи с гражданами страны, он очень важен. Надеюсь, вы поделитесь своими оценками того, что и как государство делает, какие действия со стороны федерального правительства являются эффективными, востребованными, что нужно было бы донастроить в нашей общей совместной работе. И с вами посоветуемся, как надо бы и что нужно было бы довести до депутатов Государственной Думы. Я знаю, что здесь Валентина Ивановна выступала, да, вот Ирина Михайловна рассказывала, коллеги из правительства, из администрации президента. Но тем не менее, даже после этих встреч, наверное, что-то есть еще, что вы хотели бы донести до меня. Я в вашем распоряжении. Пожалуйста, Ирина Михайловна. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, конечно же, мы безумно рады видеть вас вновь в наш профессиональный праздник на площадке встречи с муниципальной семьей. Нас 16 300 глав муниципальных образований, от маленького аула до города-миллионника. Мы разные, но связывает нас служение. И учрежденная вами премия служения в очередной раз показывает, что лучшие по профессии есть и среди нас. Они рядом с людьми, ради людей. И это очень важно, и сегодня это чувствуется, потому что я вам докладывала в зале не только главы, депутаты, участники СВО, это и общественники, которые вместе с нами решают задачи в моменте сегодняшнего дня, независимо от того, какой сложности эта задача и кем она поставлена. Конечно, Владимир Владимирович, не могу не доложить вам, что ровно год назад на такой же встрече вы поставили перед нами, перед нашей большой семьей задачу обратить особое внимание на участников СВО, на их интеграцию в мирную жизнь. И я смею вам доложить, что по-русски мы объединились большой командой, и Фонд «Защитники Отечества», и комиссия Госсовета по работе с участниками СВО и семьями. Мы с регионального уровня ушли на муниципальный, создав большую команду для того, чтобы дотянуться до каждой матери, до каждого ребенка, до каждой супруги. Ну и, конечно, до участников СВО инвалидов, которым сегодня как никогда нужна и поддержка, и помощь. Ну и кроме того, Владимир Владимирович, благодаря партийному проекту партии «Единая Россия» в этом году объявлен год муниципального депутата. Я докладываю вам, что очень много участников СВО в полном смысле слова, с прямой передовой пришли на муниципальную службу и в представительных органах власти заняли очень достойное место. Здесь сегодня тоже, Владимир Владимирович, необычный формат, потому что наши коллеги, главы и также общественники, и участники СВО, и главы родители, которые потеряли сыновей, нашли в себе силы жить дальше, работают, служат. Молодые специалисты у нас здесь есть, самый молодой глава, и те, чьи виски убелила седина, но они в строю, потому что служение – это рядом с людьми и ради людей, и это надолго, это служение, как вы сказали, миссия. Поэтому, не отнимая время у коллег, очень хочу, чтобы они с вами поделились, готовились, не скрою, волновались, и друг друга поддерживали, сегодня очень ждали. Но та армия глав, которые сегодня 7 тысяч собрались в зале, которых вы сейчас перед собой видели, они делегировали нам необходимость пообщаться с вами. И здесь у нас и те, кто в приграничных территориях сегодня не только свои должностные обязанности выполняет, но и вместе защищают территорию и служат в полном смысле слова, и наши исторические территории. В общем, вновь большая семья муниципальная в свой профессиональный праздник с нашим национальным лидером. Благодарю и хотела бы, чтобы мы поговорили с главами, если не возражаете. Пожалуйста, да, начнем. Вы знаете, Владимир Владимирович, здесь у нас глава очень известный вам,
Беловского района Курской области, Волобуев Николай Викторович. Хотел предоставить слово, до этого сказать вам спасибо большое за всех глав, в которых находите время лично, и поприветствовать. И он как раз пример того, что служение для него – это не пустые слова. Пожалуйста. Николаевич, как себя чувствуете? Владимир Владимирович, спасибо, во-первых, разрешите сказать вначале вам большое, огромное за участие искренне в моей судьбе, в моем здоровье. Благодаря этому я в течение 2,5 месяцев восстановился и уже в середине августа приступил к своим должностным обязанностям на территории уверенного мне Беловского района. Если позволите, буквально пару минут о сегодняшней ситуации на приграничье. Обстановка остается очень сложной и напряженной. Беловский район граничит с Украиной по протяженности 17 километров. Райцентр Белое находится 22 километра от границы, то есть от линии боевого соприкосновения. И ежедневно, в том числе в сегодняшнюю ночь, район подвергается обстрелам ВСУ. Есть полное разрушение зданий, частичное разрушение сельхозтоваропроизводителей, зданий и машины. Но, тем не менее, Владимир Владимирович, все коммунальные службы, газ, вода, дорожная служба, водоснабжение работают в полном объеме. Особенно хотел бы отметить героическую работу электриков, которые и под обстрелами в любое время восстанавливают электроэнергию. Главы сельских советов, главы администрации района вместе с губернатором Александром Евсеевичем Хинштейном 24/7 решаем проблемы нашего населения. И как вы сказали сейчас, выступая перед муниципалами, все мирное сегодня население, все приграничные районы в течение всего этого времени оказывают помощь нашим воинам, защитникам нашего Отечества. Хотел бы, уважаемый Владимир Владимирович, от имени глав приграничья, жителей приграничья, выразить вам огромную благодарность правительству Российской Федерации за беспрецедентные меры поддержки, которые вы сегодня оказываете Курскому приграничью. И эта помощь продолжается и в настоящее время в принятии законов, в выделении денежных средств. Конечно же, безопасность для нас сегодня главная, но тем не менее надо развивать и экономику, и делать так, чтобы люди чувствовали себя нормально. Поэтому по вашему поручению правительство Российской Федерации была принята программа восстановления Курского приграничья, и уже с конца 2025 года и в настоящее время идет восстановление тех приграничных территорий, где сегодня позволяет обстановка. В настоящее время в 2 муниципальных районах восстанавливается 14 социальных объектов. Это школы, садики, медицинские учреждения, спортивные объекты. Что хотелось еще сказать. Сегодня, слушая население, возникает такой запрос, как развитие строительства в рамках программы «Комплексное развитие территорий». Строительство жилья и инфраструктуры позволит нам остаться людям на этой земле, а городам и селам продолжать жить и развиваться. Поэтому просим вас от имени Курской области, приграничных регионов Российской Федерации включить все приграничные субъекты в список регионов Российской Федерации для получения субсидий из федерального бюджета для строительства объектов. И, пользуясь еще раз возможностью, хочу сказать огромное спасибо всей нашей стране, всем неравнодушным жителям, которые с августа 2024 года объединились вокруг Курского приграничья в оказании помощи, в чувстве локтя, в командной работе. Огромное спасибо, Владимир Владимирович. Николай Викторович, вам тоже спасибо за ваше мужество. Вы лауреат этого ордена, но это абсолютно заслуженно. Это мужество натуральное, личное мужество. Я помню нашу встречу и помню, что вы говорили. Но та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно она создается. На
на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов. Что касается развития, то да, спасибо, что вы отметили усилия, которые правительство предпринимает для оказания помощи жителям Курской области. Выплаты соответствующие и так далее. Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что вот все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют. Но как раз в силу того, что ситуация непростая, в приграничье остается, в том числе и в Курской области, конечно, востребованы такие мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались. Вот эта КРТ, комплексное развитие территории, программа, она работает в нескольких регионах. Ну, кстати говоря, по-моему, это и в Брянске работает. Вот, поэтому точно, да? Вот. Ну, кроме так называемых новых исторических территориях, в Донецке, в Луганске, в Крыму, в Запорожье, в Херсоне. Вот она, в принципе, ну, что это? Это дополнительные субсидии, по сути дела. Мы уже с правительством это обсуждали. И вернемся к этому еще раз. Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, а имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться. Николай Ильич, обязательно с правительством это обсудим. Спасибо, Владимир Владимирович. Вам спасибо большое за вашу работу. Спасибо. Владимир Владимирович, вы знаете, когда Николай Викторович говорил о том, что спасибо всей стране, сегодня у нас здесь глава города Махачкала Джамбулат Шапеевич, и он как раз тоже просил меня, Ирина Михайловна, должен обязательно сказать. Пожалуйста, глава Махачкалы. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Разрешите доложить о той ситуации, которая действительно вся страна недавно переживала и переживает по сегодняшний день. То, что пошли такие обильные осадки на Кавказе, и особенно она затронула Республику Дагестан, и в частности столицу Республики Дагестан, это город Махачкала. Разрешите дать на сегодняшний день всю информацию. В период 27-29 марта и 4-5 апреля текущего года в городе Махачкала выпали обильные осадки, что привело к выходу из берегов реки Черкес-Азян и Тарнаирка, а также канала Октябрьской. Единовременно прямо, да? Да, вот за несколько часов. Полилось за несколько часов, за несколько часов. Месячные нормы. Да, вот. Такого циклона не было, вот как эксперты говорят, более 100 лет. Тропический ливень какой-то. Да, в зоне подтопления, Владимир Владимирович, оказались 3755 домов на 365 улицах нашего города. И, конечно же, значительная часть городской всей инфраструктуры. 5 апреля 2026 года из-за подмыва основания произошло обрушение трехэтажного дома. Это возле русла реки Тарнаирка. Также возникла угроза по 4 многоквартирным домам. Жильцы этих домов были, конечно же, немедленно эвакуированы. Но, к счастью, жертв удалось избежать. Это по городу Махачкала. Всего из зон потопления эвакуировано 1107 человек. В пунктах временного проживания расселено 447 человек. Все они обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, одеждой и обувью, круглосуточной медицинской помощью. Всего в Махачкале развернуты на сегодняшний день 12 пунктов временного размещения вместимостью 517 человек. Имеется достаточный резерв для мест дополнительного размещения граждан. 7 апреля, Владимир Владимирович, вы проводили совещание по данной ситуации, по данной трагедии, и я вам там докладывал ситуацию именно, и вы тогда взяли эту трагедию, конечно, на федеральную повестку. И создан федеральный оперативный штаб, который ежедневно проводит всю данную работу. Я бы хотел уже именно доложить, уже что сделано нами. Для обследования жилых помещений и имущества граждан, пострадавших в результате ЧС, создана комиссия из 51 рабочих групп в количестве 173 человек. Организован прием заявлений от пострадавших граждан. Составлено заключение и направление Управления социальной защиты населения 5201, и из них уже на сегодняшний день осуществлено единовременных выплат 1128. Комиссия обследована 2507 домовладений. У нас их в общем 3755, Владимир Владимирович, а на сегодняшний день уже обследовано 2507 домовладений.
В результате потоплений обеих фаз разрушены 34 частных домов, повреждены 24 частных домов, также повреждены 4 многоквартирных дома. Специалистами Минстроя проводится инструментальная диагностика всех 4 поврежденных многоквартирных домов. Для устранения последствий потопления задействованы более 750 работников городских служб, 106 единиц специальной техники и более 1400 волонтеров. На сегодняшний день восстановлена работа объектов жизнеобеспечения. Это то, что касается электроподстанций, очистных сооружений, насосных станций. Городскими службами проводятся работы по очистке русел именно вот этой реки Черкес-Ладень и Тарна-Ирка от накопления мусора, растительности, которые препятствуют свободному течению воды, а также проводятся берегоукрепительные и дноуглубительные работы. Ведется демонтаж самовольно возведенных переходов через указанные реки, ведутся работы по незаконно построенным объектам именно в охранной зоне. Созданы бригады, которые по отдельным заявкам пострадавших граждан оказывают им необходимую помощь по налаживанию их быта. По данным Республиканского Роспотребнадзора, превышение болезней инфекционных не наблюдается, эпидемиологическая обстановка нормативна. Просто хотел, Владимир Владимирович, конечно же, поблагодарить всех неравнодушных наших жителей нашей страны. Со всех уголков, со всех субъектов люди сразу же быстро откликнулись. И вот действительно, вот это и есть единство и сплоченность вокруг этой трагедии. По сегодняшний день много разных фондов, много разных общественных организаций, волонтеров очень много Республики Дагестан. И вот, просто молодцы, действительно, вот, мы чувствуем эту сплоченность, это единство. Всех хотел поблагодарить и большое спасибо, у меня доклад закончен. Джамал Шапиевич, здесь очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территорий, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено. Понимаете, о чем я говорю? Да, вот эти комиссии, которые создаются, созданы, работают, они должны проводить как можно быстрее эти обследования и принимать решения. Иначе упустим время, а оно быстро летит, и все. И потом уже в зиму будем входить. Все сделаем максимально качественно, да, в сроки. Да, конечно. Вот. И это первое. И второе, я уже говорил на нашем совещании, которое онлайн проводили, что важно. Конечно, я это знаю, многие строения, домовладения были построены без должного оформления. И нужно, имея это в виду, в будущем делать все для того, чтобы оформление было своевременным, в нужном и полном объеме. Но, и вот это все, что скажу после этого, но очень важно. Но люди снова построили, и часто у них ничего другого, кроме того, что было построено, даже с нарушением этих нормативных документов, у них ничего нет. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать этим людям нельзя. Нужно им все равно помогать. И я вас прошу найти эти нормативные правовые решения. Такой же команду получили и федеральные органы власти, чтобы не было излишнего формализма. Людям нужно помочь. Хорошо? Есть, спасибо. Есть. Спасибо. Потом еще поговорим. А как вы, кстати, оцениваете работу федеральных органов власти и республиканских? Конечно же, когда взяли на федеральный уровень, это, конечно же, нам намного оно и коэффициент повышает, Владимир Владимирович, и намного быстрее работа идет. Ежедневно они, 18 ежедневно они собираются. Министр МЧС России Куренков возглавляет по вашему поручению оперативный штаб. Сегодня вы в ходе видеоконференции совещания тоже дали поручение по электрохозяйству. Да, и федеральные министры тоже были в Республике Дагестан. Мы с ними все пешочком прошлись по всем этим адресам, где и дом обрушился трехэтажный, и по всем этим на Перово 4 многоквартирных дома. Там приняли необходимые решения, и на сегодняшний день уже действительно комиссия Минстроя, она уже работает 22 числа. Завтра, Владимир Владимирович, мы уже получим окончательный ответ. Промежуточный ответ был 14 апреля, 22 будет окончательный ответ. Именно что будем, какие меры уже поддержки принимаем уже следующим шагом. Вот такая ситуация. Ничего, конечно, не застраховано, да? Да,
Это такая серьезная вещь, надо будет и на правительственном уровне тоже подумать. Конечно, у людей часто и денег нет, чтобы страховаться, платить за страховку, но страховка хорошая подспорье, поэтому, может быть, и с регионального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку. С федерального уровня что-то делать. Все-таки это хороший способ защиты интересов граждан, наличие страховки. Ну, мы еще подумаем и с правительством посоветуемся. Спасибо. Анисимов Дмитрий Викторович, глава города Кемерово, тоже очень просил слова. И хотела бы он похвалиться, поделиться опытом работы. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочу сказать вам огромные слова благодарности за ваше внимание к развитию муниципалитетов, за участие во Всероссийском муниципальном форуме, в премии служения. Для нас это огромная честь быть награждаемым, быть победителями и участвовать в конкурсе. И, конечно, это дает большие силы и нам, и командам, и нашим жителям, жителям наших городов, которые видят, что это активное развитие находит внимание и на уровне федерального центра. В 2017 году вы дали старт масштабному обновлению наших городов. Стартовала программа формирования комфортной городской среды. Это дало возможность нам вместе с жителями благоустраивать наши общественные пространства, дворы, скверы, делать наши города уютнее, теплее. И мы видим очень живой и очень теплый отклик наших жителей, которые вместе с нами занимаются этими работами. Более того, они самостоятельно высаживают деревья, кустарники, они ухаживают потом за этой территорией, устанавливают малые архитектурные формы, выходят на субботники с огромным желанием и испытывают большое-большое чувство благодарности, Владимир Владимирович, к вам, в том числе правительству Российской Федерации, за то, что данный проект реализуется. Мы в городе Кемерово не только ремонтируем, но и создаем новые пространства вместе с правительством Российской Федерации, с Министерством энергетики, Министерством строительства. Реализован проект мемориального комплекса воина-освободителя у нас в городе. Это место силы, место патриотического воспитания. Там у нас собраны имена всех героев Советского Союза и Российской Федерации, не только Кузбасса, но и всей Сибири. Сегодня это главная достопримечательность города, и это место очень много посещает наших детей, которые знакомятся в том числе с историей Великой Отечественной войны по именам наших героев. Сейчас реализуется масштабный проект строительства набережной вокруг Сибирского кластера искусств Мариинского театра, который строится по вашему поручению. Все будет сделано в срок, и, конечно, территория там будет полностью изменена, преображена. И это будет, наверное, большим-большим фундаментом для дальнейшего развития наших городов. Владимир Владимирович, люди очень ждут продолжения этой программы, люди ждут следующего года с надеждой увидеть обновление той территории, которую они сами же выбрали. И мы хотим попросить вас, чтобы эта программа реализовывалась еще долго, потому что это огромное подспорье в развитии наших городов. Спасибо. Дмитрий Ильич, у нас, я, по-моему, сейчас тоже выступая, сказал об этом, да? Программа с какого? 21 года, по-моему, развивается активно, и обустройство территории, оно востребовано. И что важно, уже мы каждый год об этом говорим, не лишним будет и сейчас повторить, граждане напрямую принимают активное участие в определении целей и объектов реновации. Чрезвычайно важная вещь. Обязательно будет эта работа продолжена. Она у нас в рамках программы сейчас государственной проходит до 30-го года. Но уверен, что мы своевременно примем решение и будем эту программу продлять. Это эффективный инструмент, который был, так скажем, придуман и внедрен в практику. И деньги-то, честно говоря, не такие уж большие. Ну что, мы из федерального бюджета 25 миллиардов выделяем. Все время думаю о том, что увеличить, и в конце концов к этому придем. Но
продлим точно и будем работать. Вам спасибо. Вы упомянули про Минэнерго. Я так понимаю, что Сергей Евгеньевич Савельев не забывает про Кемерово, да? Да, Владимир Владимирович и Сергей Евгеньевич Савельев, и Марат Шахерзянович Хуснуллин большое внимание уделяет городу и развитию Кузбасса, и губернатор Илья Владимирович Середюк постоянно на контроле держит. И сегодня тот проект, который реализуется, еще раз повторюсь, Мариинский театр, это, конечно, главная наша задача, которую мы все вместе с правительством реализовываем сегодня. Спасибо. Дмитрий Викторович, а вы упомянули сейчас еще о строительстве культурного кластера и о филиалах крупных наших общероссийского значения центров культуры. В каком состоянии сейчас находится это строительство? Строительство объектов активно идет. На площадке до 2500 работает человек. Само здание и Мариинского театра, и филиала Русского музея, и Кузбасского центра искусств фактически в каркасе собрано, ведется внутренняя отделка, закупается оборудование, монтируются фасады и приводится вся территория в порядок вокруг. В том числе и та часть, которую делает сам театр, и то, что делает субъект с муниципалитетом, это все реализовывается. Рядом строится гостиница совместно с Промсвязьбанком. Это тоже здание уже построено до конца. Внутри ведутся инженерные сети, прокладываются отделочные работы. Все идет в срок, Владимир Владимирович, все будет закончено вовремя. Мне кажется, такие проекты будут менять сам облик, лицо Кузбасса. И люди почувствуют себя вовлеченными непосредственно в культурную жизнь страны, уже непосредственно связанными с ведущими центрами культуры страны. Я так понимаю, что востребован, да, как люди это воспринимают, эти проекты? Владимир Ильич, очень ждут. И ждут не только кемеровчане, и не только кузбассовцы, но вообще вся Сибирь. У нас вся сибирская агломерация, 12 миллионов человек проживает, и это будет действительно центром, куда будут приезжать. Это высокая культура, это очень, очень важно, и все с нетерпением ожидают, Владимир Владимирович. И дети смогут там заниматься и музыкой, и балетом, и приобщаться к тому, что накоплено российским государством в таких центрах культуры, как Русский музей и так далее. Да, конечно, уже у нас работают Не образовательные... выезжая в Петербург или Москву. Да. Наоборот, приезжая к нам, Владимир Владимирович, уже работают образовательные центры, и филиал РГСИ, и школу искусств, и школу художественных искусств. Все это сегодня уже функционирует. Мы готовим наших ребятишек к участию в будущих спектаклях. Спасибо. Удачи. Да, Владимир Владимирович абсолютно правы. Вся страна меняется. Если любой муниципалитет даже в зале бы можно было поднять, то каждый бы так вкусно рассказывал про свой муниципалитет, как было и как стало. Люди это видят и меняют это все вместе с властью. Я вам сказала, что в зале не только главы муниципальных образований, но и депутаты. И я представляю слово Илью Владимировичу Ножичкину, председателю Ульяновской городской думы. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочется поблагодарить вас за поддержку муниципального сообщества, за возможность диалога с президентом страны для представителей муниципалитетов. Это бесценно. К местным депутатам люди приходят с вопросами, которые относятся к разным уровням власти. Конечно, людям это не важно, важно просто, чтобы проблемы решались. И депутатам от «Единой России», а я представляю также «Единую Россию», очень сильно в этом помогают партийные проекты. Например, проект «Новая школа» для Ульяновской области. Это 41 капитально отремонтированная школа в следующем году. Мы, конечно, не смогли бы держать такие темпы ремонта местными и региональными ресурсами. Проект «Безопасные дороги» помогает ликвидировать небезопасные участки дорог и улиц вблизи образовательных учреждений. В Ульяновске мы в этом году к стандарту приведем завершающие 7 пешеходных переходов вблизи школ. Это помогает сберегать жизни и здоровье детей. И хочется поблагодарить за эти программы по ремонту дорог. Минтранс России – это очень важно для городской среды. Еще один крупный проект «Единой России», очень важный для нас, это школа ЖКХ. В свое время было изменено налоговое законодательство таким образом, что у нас около 30% старших по домам оставили эту общественную работу в городе. Мы год занимались законопроектом,
давали свои предложения и поддерживали. Почему? Я не знаю. Потому что прямо прописали в налоговом кодексе, что они должны оплачивать социальные взносы в социальный фонд. А это 30% от всех средств, что люди собирали для них, для старших по домам. И вот мы год занимались, нас поддерживало партийное руководство, Валентина Ивановна Матвиенко в Палате молодых законодателей при Совете Федерации. И изменения были внесены. Вы, Владимир Владимирович, подписали закон, налоговый кодекс был изменен. И теперь вот такая 30% экономия для семейных бюджетов старших по домам, членам советов многоквартирных домов. Это очень помогает, и люди действительно понимают, что их слышит власть. Спасибо большое за эти изменения. Еще один проект крупный, по которому решение принимали вы лично, это социальная газификация. Она уже помогла миллионам россиян в Ульяновской области, 56 населенных пунктов подключены к газу. И мы понимаем, что конечная цель, конечно же, это подключение конечных потребителей, подключение жилых домов и семей. Для этого для граждан у нас действуют две базовых программы поддержки. Первая – это предоставление адресной материальной помощи. Тут работают в основном региональные средства. И предоставление субсидий. Субсидии предоставляются многодетным семьям, участникам специальной военной операции, членам их семей, ветеранам боевых действий и другим льготным категориям граждан субсидии на догазификацию. И здесь львиная доля средств, что направляется на эти цели, приходит в регионы из федерального бюджета. Обращений очень много. Для меня, как для ульяновца, в первую очередь программа важна с точки зрения развития обширной пригородной зоны. Для нас это практически половина территории города. И именно жители пригородных территорий попросили меня обратиться к вам, чтобы эта программа жила в это непростое для бюджета время, чтобы она сохранялась, продолжала помогать людям в виде защищенной строки в федеральном бюджете. Спасибо. Мы так и будем делать, Илья Владимирович. Это востребованная тоже программа. Она не так уж и давно родилась, но дает хороший эффект. Уже у нас в среднем там 70 с лишним, 75 что ли, процентов средняя газификация по стране, а в ближайшие годы она должна вырасти еще на 8,3%. И где-то к 85% должна приблизиться к 2030 году. Она дополняется, эта программа постоянно, все здесь присутствующие знают. Например, она начала распространяться на объекты социального значения, культурного значения и так далее. Ну и надеюсь, что, если это не так, вы, пожалуйста, сейчас скажите, надеюсь, что и те решения, которые были связаны с субсидированием в отдельным домохозяйством обустройства, газового обустройства на некоторых домовладениях тоже работает. Во всяком случае, мы старались подойти к этому очень внимательно и стандартизировать оборудование с тем, чтобы снизить его стоимость. Понимаю, что, наверное, хотелось бы еще там все это подешевле сделать, но правительство работает над этим. Но программа, без всяких сомнений, будет продолжаться. Спасибо, Владимир Владимирович. Среди нас есть молодой глава, очень неравнодушный. Мы даже в нашей муниципальной семье очень так тепло к нему относимся. Он очень просил выступить. Проскуряков Дмитрий Александрович, глава городского поселения Семилуки, Воронежская область. Хотел предоставить ему слово. Уважаемый Владимир Владимирович, свою службу начал в 2015 году, в 22 года. Люди оказали доверие и избрали депутатом Перлевского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области, а уже в 2018 году избрали главой сельского поселения. И в этом же году у нас началось строительство системы водоснабжения в нашем селе. Но построить оказалось полдела, систему еще нужно и обслуживать постоянно. И вот сложилось так, что в малочисленных населенных пунктах есть сложности с определением ресурсоснабжающей организации. Есть процедура торгов, определения подрядчика, и выставляем на торги, к сожалению, никто не заходит. Когда начинаем в ручном режиме просчитывать тариф, когда рассчитываем все затраты
которые нужны, выходит очень большая сумма, там порядка 150 рублей, а тариф сейчас там 50 рублей. Естественно, эта сумма неприемлема. У нас ранее в нашей области сложилась хорошая практика по обслуживанию систем водоснабжения сельскими потребительскими кооперативами. То есть это сами жители создают так называемое НКО, некоммерческую организацию, и данные объекты передаем в пользование данной организации, и они уже самостоятельно обслуживают данную систему. Мы со своей стороны, естественно, помогаем им. То есть там, если что-то дорогостоящее, там насос купить, поменять, там те же порывы, если где-то случается, устранить. Вот. И, извините, вот самое, одно из важных упустил вещей, это в связи с тем, что у нас наша система водоснабжения зачастую старше 5 лет, мы обязаны именно в концессию отдать. А концессионеров не находится, потому что в малочисленных населенных пунктах зачастую потребители, есть такие села, где потребителей всего лишь там 25 человек. Но какой концессионер туда зайдет, естественно, никакой. А правовая база нам не позволяет идти по-другому. И вот, Владимир Владимирович, просим подумать и оказать содействие вот, в доработке правовой базы, чтобы вот такие малочисленные населенные пункты могли такими способами обслуживать систему водоснабжения в селах. А какими? Вот вы сказали, нужно доработать. А что нужно сделать? То есть вы чтобы мы могли концессионера не найти, а что? Чтобы мы могли в аренду сдать в аренду, да, иметь право сдавать в аренду. Да, чтобы мы могли иметь право сдать в аренду обслуживание системы водоснабжения. Ну, а что это даст? Ну, допустим, концессионера найти сложно, поскольку там разница между как бы затратами на содержание, да, объектов и доходами. А если в аренду сдать, то что? Какие у них появляются возможности-то? Когда мы в аренду сдаем, мы, получается, во-первых, у нас есть сразу ресурсоснабжающая организация, которая имеет право это делать, именно обслуживать систему водоснабжения. А сейчас легче найти, да? Легче найти таких людей, которые возьмут в аренду? Да, да. То есть именно люди на самом деле сами консолидируются и вот создают эти НКО, да, некоммерческие организации. Хорошо. И занимаются обслуживанием. Дело в том, что именно цена по тарифу, она в таком случае будет небольшая. Почему? Это очень важно. Почему это? Потому что у нас выпадают затраты на большой штат сотрудников. Все, я понял. Хорошо, все понятно. То есть тогда не нужно создавать какие-то организации, которые по закону должны обрасти там, большим аппаратом и так далее. Да? Ну, хорошо, точно, совершенно, Дмитрий Александрович, мы это точно проработаем. Вот прямо завтра попрошу коллег это сделать. И пойдем по этому пути, если это действительно помогает решать задачи. На одно только хотел бы обратить внимание, и ваше внимание, Дмитрий Александрович, и всех других коллег, если это даже актуально для других поселений подобного рода, то, конечно, вот сказали, мы им вот этим организациям, которые возникают на основе инициатив граждан, мы им помогаем. И нужно помогать. Но при этом, безусловно, нужно и контролировать, чтобы вот не произошло то, о чем вы сказали, чтобы тарифы не задирались. Так как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства. Уважаемый Владимир Владимирович. И по очень многим направлениям в системе обслуживания людей. Там тариф начинает расти. Вы понимаете, о чем я говорю? Дело в том, что это некоммерческая организация, и она не подразумевает получение прибыли. Вот что немаловажно. Да, по закону он не предусматривает. Вот, судя по реакции зала, мы говорим с вами на одном языке и понимаем друг друга. Вот за этим нужно посмотреть обязательно. Ладно? Спасибо. Спасибо. Обязательно там поручение проработать. Хорошо?
Спасибо большое. Владимир Владимирович, конечно, на одном языке, поэтому каждый год с радостью ждем этот день пообщаться с национальным лидером. Владимир Владимирович, не так много женщин, глав столичных городов у нас, но сегодня в зале присутствует такая женщина, Пащенко Яна Валерьевна, глава города Луганска. Хотела бы предоставить ей слово. Добрый день. Позвольте от всех жителей Донбасса и Новороссии поблагодарить вас, Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации, за принятое решение в восстановлении шифрами регионами наших территорий. В 2022 году мы почувствовали, что такое дружить по-русски, когда все территории протянули нам руку помощи. И сейчас восстанавливаются те объекты, строятся те объекты, которые можно отнести к легендарным, к историческим, которые строятся чуть ли не раз в 100 лет. И это мост, который связывает у нас на сегодняшний день север и юг нашей республики. Это восстанавливаются школы, которые были разрушены в ходе украинской агрессии. Это восстанавливаются очистные сооружения, инженерные коммуникации, которые строились практически в 30-х годах. Очень часто встречаемся с жителями, и они говорят как о колоссальных изменениях, так и говорят о своей проблематике. И один из проблемных вопросов – это система отопления в наших территориях. В период с 2000 года по 2010 в связи с износом котельных, а также отсутствием средств, муниципалитеты принимали решение принимали решение в передаче и возможности установления газовых котлов. Котлы устанавливались практически в квартирах, на кухнях. Делалось отверстие в стене и выводился дымоход на улицу. Российское законодательство запрещает использование таких котлов в домах свыше 3 этажей. И мы понимаем прекрасно, что к 2028 году, когда у нас заканчивается переходный период, нам будет необходимо либо демонтаж данных котлов, либо строительство дымоходов и строительство централизованного отопления. Мы прекрасно понимаем, что какие-то большие денежные средства, не просим сейчас одновременных вливаний денежных средств. Просим, по сути, решения, найти возможность безопасного использования этих котлов. Знаю, что такая ситуация и в 3 соседних регионах, и просим, по сути, решения правительства Российской Федерации совместно с Донбассом и Новороссией найти определенное решение, которое может решить возможность использовать их. Спасибо. Яна Валерьевна, что хотел бы сказать. Конечно, вам виднее на месте, вы чувствуете, что там происходит, объемы этих вопросов, объема финансирования. Если вы считаете, что нужно продлить, давайте продлим. А если возможно? Да, возможно, а что ж невозможно? Здесь только одна вещь есть, на которую я хотел бы обратить внимание. Нам всем, федеральным органам власти, и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу, которая сформулирована так. К 30 году все эти наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень. Я к чему это говорю? Потому что мы продлим, допустим, использование этих котлов. Зачем усугублять проблемы для людей? Но это не должно нас дестимулировать к решению основной задачи. К 30 году все должны выйти на общероссийский уровень. Поэтому, чтобы нас это не расслабляло, понимаете? Что сейчас эти котлы работают, дымоходы сделаны, там все вроде как хорошо. Нет, так все-таки не должно быть. Нужно все привести в порядок. И я обязательно скажу об этом и правительству Российской Федерации, и к вам обращаюсь, и надеюсь, нас услышит, безусловно, руководитель Луганской Народной Республики. Все вместе мы должны эту задачу решать. Люди должны жить в современных условиях. Но если вы чувствуете, что сразу в 28 году нельзя от этого отказываться, тогда давайте продлим. В целом обязательно будем учитывать ваше мнение. Обязательно. Спасибо. Да. Спасибо. Вам всего самого доброго. Вам спасибо большое. И вам, и всем вашим коллегам. Всем.
и в Луганске, и в других муниципалитетах. Большое спасибо за ту работу, которую вы проводите. Спасибо, Владимир Владимирович. Я вам сегодня говорила, что в зале мы такие разные, и в нашей семье есть дети, кем по праву гордимся. Это не просто участник СВО, это не только председатель городской думы, это наставник сегодня и человек, который только что в одной из номинаций победил. Номинация напрямую касалась участников СВО. Ченцов Евгений Александрович. Мы все в нашей семье его очень уважаем, гордимся тем, что он с нами. Ну, сегодня тоже здесь и очень просил слова. Евгений Александрович. Здравия желаю, уважаемый Владимир Владимирович. Я участвовал в нескольких вооруженных конфликтах на СВО с самого начала до конца мая 2024 года. За все время службы награжден 3 орденами мужества. Сегодня возглавляю городскую думу Нижнего Новгорода. Это город, который мы с семьей считаем родным. С супругом мы воспитываем 2 замечательных дочерей. Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции и за создание реальных условий и возможностей для того, чтобы мы в последующем могли проходить службу в системе государственного или муниципального управления, бизнесе, общественной работе. Отдельные слова благодарности, конечно же, за программу «Время героев». Она нам дает уникальные необходимые знания. Благодаря программе я вошел в Высший совет Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, а для меня это прочные горизонтальные связи с коллегами, профессионалами своего дела. И мы, участники федеральной программы, считаем действительно правильным, что сегодня запущены ее региональные аналоги. У нас, например, это Герой Нижегородская область. Мы все должны понимать, что вот сегодня боец на фронте, для него важно это чувство надежного плеча рядом. И поэтому и государство, и общество должны стать этим плечом, когда боец вернется домой. И, в принципе, практика показывает, что основные инструменты для этого – это занятия спортом, творчество, учеба. И в свете этого, Владимир Владимирович, есть предложение через механизм социального заказа обеспечить участникам специальной военной операции и их семьям доступ к регулярным занятиям спортом, возможность учиться, путешествовать, получать дополнительную медицинскую помощь. Социальный заказ – это, в принципе, просто, это когда региональные или местные власти целенаправленно покупают сертификаты на нужную социальную услугу и потом уже передают ее отдельным категориям граждан бесплатно. При том, что сегодня этот механизм уже работает, решения на федеральном уровне приняты. У нас 18 регионов успешно этим пользуются. И скажу, что и Нижний Новгород в том числе использует социальный заказ. Но, например, в дополнительном образовании у нас с 2023 года на 26% увеличится охват детей по социальным заказам. И дети с ОВЗ стали получать на 79 общеразвивающих программ больше. Поэтому мы считаем, наверное, правильным, чтобы все регионы расширили практику использования социального заказа, особенно для участников специальной военной операции и членов их семей. И разрешите мне, пользуясь случаем, от всего муниципалитета поблагодарить всех тех, кто сегодня выполняет задачи, здоровья, счастья, скорейшего возвращения домой, а то, что победа будет за нами, никто не сомневается. Я думаю, что и враг уже тоже. Спасибо. Ну да, там просто думают, как это все оформить. Ну, посмотрим. Тем не менее, боевые действия всегда это вещь чрезвычайно сложная, опасная. И мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты. Вот. Что касается работы по этому чрезвычайно важному направлению, то, конечно, вы полагаете, что через систему социального заказа легче будет решать вопросы, связанные с образованием, здравоохранением, спортом, да, для ребят, которые возвращаются? Да, так, совершенно верно. Он чем-то так привлекателен? Ну, во-первых, человек на земле, Да. это больше, наверное, необходимо для сельских местностей.
обращается за ту услугу, которая ему нужна. И Да. муниципалитет покупает заказы, передает это, и НКО может этим пользоваться, и индивидуальный предприниматель, и человек на месте может получать ту нужную услугу, которая она ему необходима. И это уже опробировано, я говорю про Нижний Новгород. То есть это дает возможность просто муниципальным образованием заниматься непосредственно, как бы Да, и оказывает ту услугу, отрегулировано которая ему будет в нормативной базе. Вот это. совершенно верно. Ну, хорошо, давайте сделаем. Фонд «Защитники Отечества» работает по этому направлению достаточно активно. Анна Евгеньевна уделяет этому большое внимание. У него большой опыт, значит, уже есть в этой работе. Она с душой к этому относится, зная, что эффективно работает. Вот. И мы возьмем и тот наработанный опыт, который имеется в Фонде «Защитника Отечества», и на уровне правительства проработаем. Чем шире возможности применения всех этих инструментов для поддержки ребят, которые возвращаются домой, тем лучше. И спасибо, что вы обратили на это внимание. Просто, честно говоря, даже Спасибо большое. как-то в голову не приходило. Но если это дает дополнительные инструменты в работе с ребятами, которые возвращаются домой, значит, так и надо сделать. Так и сделаем обязательно. Вот. И вам спасибо за вашу работу. Нижний Новгород и как город, и как субъект развивается очень хорошо, мощный субъект, одна из опорных баз России. Так что передавайте самые наилучшие пожелания и слова благодарности всем вашим коллегам, депутатам городской думы. Спасибо большое. Владимир Владимирович, вы научили нас по горизонтали практиками обмениться. Как раз Евгений Александрович говорит, сегодня мы все это слышим. Вчера Анна Евгеньевна Цивилева вместе с губернатором Астраханской области, руководителем комиссии Госсовета, проводили большое совещание в большом зале, где обменивались лучшими практиками. Мы видим регионы, в которых получается, берем это за основу, обрабатываем, потому что Евгений Александрович абсолютно прав. И спасибо вам, Владимир Владимирович, за правильный посыл для нас, что там, где получается, нам нужно брать это за основу и, конечно, работать. Я вам в самом начале доложила, что с Фондом «Защитника Отечества» выстроились очень серьезные отношения, теплые, потому что это люди, это для людей, и это люди на местах, которые вместе с главами должны дойти до каждого, понять, услышать, и чтобы ни одно внимание, будь то члены семьи, сам участник СВО, не осталось без внимания. Поэтому здесь Евгений Александрович, я вам должна доложить, он не только председатель Думы, а сегодня он еще у нас такой наставник, он объединил председателей городских дум, среди которых очень много участников СВО. Поэтому спасибо за, Владимир Владимирович, правильный для нас посыл, акцент, мы учтем это в работе. И перемещаемся в Алтайский край. Глава Ольга Валерьевна Чернолуцкая, Калманский муниципальный район Алтайского края. Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю красивый аграрный регион, Алтайский край. Конечно же, главное богатство — наши люди. Я не карьерный чиновник, 20 лет отработала в социальной сфере, 3 года назад была избрана главой района. И вот мне повезло, мне помогали люди, старшие наставники, мне повезло участвовать в такой большой программе, как «Школа мэров», и потом в школе муниципальных команд. Вот благодаря набравшись компетенций, знаний, нам удалось с командой поверить в себя и делать маленькие, наверное, дела, но большие для людей. Начали мы с ремонта дорог. Алтайский край, у нас очень много грунтовых дорог, у нас только в районе 200 километров. И мы начали ремонтировать дороги вместе с жителями. Придумали программу инициативного бюджетирования. В прошлом году сделали 13 улиц, в этом году продолжаем делать 23 улицы. Но мы не остановились на этом, потому что дороги — это очень важно, но людям важно, чтобы куда они могли прийти и поделиться. Мы создали центр инициатив, где каждый житель может прийти со своей инициативой, а мы им помогаем, обучаем грантовые поддержки, сопровождаем и доводим от идеи до результата. Для нас это очень важно, чтобы каждый житель был услышан. Мы свой район очень любим, называем «Большая семья». И так родился большой социальный проект «Добрая волна», в котором участвуют все от стара до мала. У нас есть жители 86 и 90 лет участники, и даже детсадовского возраста дети. Мы не просто оказываем волонтерскую помощь, хотя это большая, можно сказать, в промышленных объемах район оказывает такую помощь участникам СВО и их семьям. Мы просто мастерим скворечники, изготавливаем ангелов на Новый год. И для нас это очень важно, потому что это всех объединяет.
Мы видим большую государственную поддержку на селе и огромная благодарность за это. Все программы, которые для села, они, конечно же, работают. Это видно по Алтайскому краю. Наши села меняются, заметно преображаются. Одна только программа «Комплексное развитие сельских территорий» чего стоит? Как мне говорят главы, в ней хотят участвовать все. Мы тоже участвуем, мы тоже помогаем своим молодым специалистам субсидии на приобретение жилья либо строительство. Но, конечно же, понимаем прекрасно, что с 2025 года программа «Комплексное развитие сельских территорий» ставит приоритетом развитие именно опорных населенных пунктов. И это правильно, потому что там живет большая часть жителей именно сельских. Но есть еще 14 государственных программ, которые такой приоритизации не ставят. И нам бы хотелось очень, чтобы все программы, которые оказывают помощь на селе, были синхронизированы, потому что только когда мы вместе, мы можем сделать больше. И, пользуясь случаем, Владимир Владимирович, я вас приглашаю от всех жителей Алтайского края посетить наш регион. Нам есть чем гордиться, нам есть что показать. Наши жители очень сильные, надежные и, конечно же, очень душевные люди. Мы будем очень рады вас видеть в Алтайском крае. Спасибо. Ольга Валерьевна, спасибо большое за приглашение. Обязательно приеду. Я уж давно не был в Алтайском крае. Там есть чем позаниматься, вместе с вами поработать над приоритетными вопросами. Приеду обязательно, обещаю. Спасибо большое. Вот. Значит, что касается опорных агломераций, мне было важно услышать вашу оценку. Вы считаете, что это было правильное решение, да? А сколько, я уже сейчас не помню, сколько у нас выбрано вот этих агломераций? Мы все прекрасно понимаем, что мы что-то делаем и в маленьких селах, и в больших селах. Но если мы хотим комплексно развивать именно село, которое будет опорным, конечно же, нам бы хотелось, чтобы мы могли комплексно работать в этом селе. Не только в одной программе участвовать, и все программы синхронизировать именно одномоментно, потому что нам это помогает не только построить дорогу, но и сразу социалку все сделать. Да, это очень важно. Я так понимаю, что ваша идея в том, чтобы добиться синергии, да, вот всех этих программ, чтобы они давали максимальный эффект. А вы не думали, идея абсолютно правильная, думаю, что все понимают это, чем концентрирование будет наша работа на этом направлении важнейшем, тем лучше. Ну а как, вот в голову не приходило, как добиться этой синхронизации? Какой инструмент здесь был бы востребован? В программах одинаково должны подходы, приоритеты установлены быть. Когда заявочный процесс идет, чтобы район мог участвовать, заявку подать во все программы одномоментно с одинаковым приоритетом. А сейчас разве нельзя этого делать? Сейчас у программ разные приоритеты. Нет у других программ приоритет именно опорный населенный пункт развивать. Поэтому выигрывают, конечно, заявки все. И не синхронизируется с КРСТ никаким образом. Это у нас по линии Минсельхоза делается в основном, да? Нет, Минсельхоз как раз и приоритизирует своих, в КРСТ именно развитие населенных, а все остальные программы вы предлагаете только по линии ставят. Других министерств и ведомств, все свести. Чтобы одинаковые были подходы. Хорошо, но я обязательно с Дмитрием Николаевичем Патрушевым переговорил, потому что все-таки он в правительстве отвечает за координацию всех усилий, связанных с развитием сельского хозяйства, и комплексное развитие сельских территорий по социальным вопросам, по вопросам культуры, здравоохранения. Обязательно попрошу его, чтобы он проработал и сделал соответствующее предложение. И сегодня у меня будет еще встреча с председателем правительства, мы вечером встречаемся с ним. Обязательно тоже обсудим этот вопрос. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, Владимир Да, ну Ильич. и, конечно, самое лучшее пожелание всем вашим коллегам и всем людям, которые принимают участие в этой работе, программы, которые вы сами инициировали, так я понимаю, Спасибо «Добрая большое, волна». да. Да? Всем вам самое наилучшее пожелание. Спасибо. Да, Владимир Ильич, я вам докладывала, что вчера министры встречались с главами. Оксана Николаевна Лут как раз 1,5 часа отвечала на вопросы, не срежиссировано в зале. Мы говорили тоже про эту проблематику. Она именно так акцентировала внимание, что это правильный посыл. Нужно этим заниматься, потому что опорником быть и действительно синхронизация всех программ, она даст возможность увидеть качество. Люди качество хотят. Владимир Владимирович, кроме больших городов, которые присутствуют здесь, конечно же, мы гордимся нашими селами
и районами, и малыми городами. И среди глав здесь есть глава прекрасного города Елец Липецкой области, Жабин Вячеслав Павлович. Хотел бы тоже ему предоставить слово. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Я являюсь выпускником третьего потока программы «Школа мэров». И прежде всего, Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить вас от себя лично и от всего муниципального сообщества в Арсу за саму идею создания такого эффективного обучения, где поистине происходит обмен лучшими муниципальными практиками. Позвольте сказать несколько слов про наш город Елец. Это уникальное место, самое сердце Липецкой области, жемчужина. И это город, который на 1 год старше Москвы. В этом году мы празднуем свой большой юбилей, 880 лет. Также мы проводим его со статусом города молодежи. И, пользуясь случаем, хотел бы также пригласить вас на юбилей нашего города, который пройдет 5 сентября в этом году. Помимо этого, город Елец – это город воинской славы и историческое поселение федерального уровня. На территории нашего города находится порядка 350 объектов культурного наследия. И именно на эту тему я бы хотел обратить ваше внимание, поскольку реставрация и восстановление объектов культурного наследия способствует развитию и туристической инфраструктуры, и креативных индустрий у многих регионов и муниципалитетов. Мы всецело разделяем сформулированную вашу цель сделать реставрацию максимально выгодной для бизнеса. И благодарим за поручение, которое вы выдали в послании, реставрировать 1000 объектов культурного наследия к 2030 году. Отмечу, что 27 объектов культурного наследия Липецкой области включены в данный реестр, и 9 из них уже нашли своих инвесторов. Однако для усиления работы в этом направлении у нас есть 3 конкретных предложения. Очень просим вас их поддержать. Значит, приведу конкретный пример для первого предложения. У нас есть 2 объекта. Первый из них – это легендарная табачная фабрика, самый центр города, 10 тысяч квадратных метров. Архитектором являлся человек, который проектировал также первое здание Третьяковской галереи, Александр Каминский. Проект непростой, требует серьезных финансовых вложений, при этом находится в тяжелом состоянии. И второй объект – Красные казармы, проект другого порядка, находится в неплохом состоянии, не требует таких больших денег по сравнению с первым объектом и уже сегодня обладает большим, крупнейшим потенциалом для того, чтобы стать центром притяжения туристов. И, на наш взгляд, очень важно, чтобы такие объекты не переходили в статус аварийных уже сегодня. Поэтому предлагаем распространить льготную программу кредитования для ОКН в любом состоянии, и удовлетворительном, и неудовлетворительном. Второе наше предложение. Секундочку, что это за льготная программа? Льготная программа позволяет под 6% брать льготный кредит. Соответственно, это можно делать только с теми объектами, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, как наша табачная фабрика. Но для бизнеса тяжело взять такой большой объект. Есть объекты немножко попроще, для которых, к сожалению, вот этой льготной программы нет. Вот эта программа, Вячеслав Павлович, она, просто напомните мне, пожалуйста, она как сформулирована на сегодняшний день? Почему вот те объекты, о которых вы сказали, они не могут туда попасть? Потому что они применяются только для объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Да, то есть, понятно, лучше не доводить до такого состояния. Понятно, хорошо. Вот да, как раз другой объект, он находится уже в приличном состоянии, и хотелось бы, чтобы он тоже получил льготное кредитование. Владимир Владимирович, второе предложение. Сегодня действует упрощенный порядок для капитального ремонта объектов, которые являются многоквартирными домами. Но сюда не попадают объекты, которые относятся к социальной инфраструктуре или к производственным помещениям. Они также являются объектами культурного наследия. Предлагаем расширить этот упрощенный порядок и на такие объекты. Уверены, что это придаст новый импульс к обновлению городской среды для таких городов, как наш город Елец и других муниципалитетов. Ну и третье предложение. Сегодня у нас, у муниципалов, много времени занимает работа бумажная волокита с объектами, которые либо утрачены физически полностью, либо не имели таковой ценности для истории и культуры. Поэтому просим упростить порядок снятия охранного статуса, передав эти полномочия на уровень субъектов Российской Федерации, также при согласовании с Министерством культуры. Благодарю. Полагаю, что начну с того, чем вы закончили. Полагаю, что вы абсолютно правы. Но бессмысленные некоторые вещи держать на бумаге, когда их на земле уже не существует. Обязательно
поработаю с коллегами в правительстве, чтобы ваше предложение было реализовано. Что касается первого вашего предложения, тоже считаю, что абсолютно обоснованно. Что же ждать, пока объект начнет разваливаться, лучше подключаться, и легче будет найти заранее, и легче будет найти инвестора. Второе предложение тоже заслуживает того, чтобы рассмотреть, но это связано напрямую, конечно, с расходами, так я понимаю, федерального бюджета. Все правильно, надо посмотреть, только хватит денег в ближайшее время. Но надо это иметь в виду, даже если сейчас есть какие-то ограничения, как предложение хорошее, можно будет все равно в перспективе реализовать. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Данильченко Галина Викторовна, сопредседатель ВАРПСУ. Хотел бы тоже предоставить ей слово. Спасибо огромное. Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу от всего муниципального сообщества Донбасса и Новороссии выразить вам огромную благодарность, вам лично, также администрации президента, правительству Российской Федерации. Хочу также поблагодарить своих коллег-муниципалов за активное содействие и активную работу в вопросах интеграции наших исторических территорий в экономическое, культурное и профессиональное пространство России. Очень хорошо, Владимир Владимирович, что мы имеем такую возможность повышать свой уровень компетенций. Создано очень много образовательных программ, которые я прошла сама, как будучи главой города Мелитополь. И очень большое количество моих коллег уже прошли эти образовательные программы, и эта работа продолжается, потому что для нас сейчас, для всех, очень самым важным, главным критерием является что? Это качественное улучшение жизни наших жителей, которые смогли реализовать свое право, свое стремление навсегда быть вместе с Россией. И наша задача сейчас обеспечить им достойный и безопасный уровень жизни. Задача непростая, скажем прямо, Владимир Владимирович, учитывая, что киевский режим, пока еще продолжает осуществлять преступные действия против наших мирных жителей. И именно при налаживании мирной жизни особая нагрузка, особая ответственность, сказал, большая ответственность ложится на муниципальные команды. В каждой муниципальной команде человек, имеющий опыт работы, он практически на вес золота. И нам очень хотелось бы, Владимир Владимирович, чтобы вот люди, которые уже много лет отдали своей службе, которые наполнены не только трудовым опытом, но еще жизненной мудростью, имели возможность передавать свой опыт молодому поколению, быть для них достойным примером. У нас в исторических регионах, Владимир Владимирович, к сожалению, есть ограничения нахождения на муниципальной службе 70 лет. До какого-то... вот у нас по всей стране есть... До 28 года, по-моему, таких ограничений нет. Или есть? Есть ограничения, да. И нам хотелось бы, чтобы у нас эти ограничения, рассмотреть возможность их снять, эти ограничения. Вот у нас по всей стране 65 лет, и потом можно продолжать. А у нас... На год можно продлевать там работу. На год продлиться, потом еще на год продлиться. У нас, к сожалению, можем до 70 лет только продляться в исторических регионах. Так принято. Давайте... у нас очень много очень мудрых, опытных сотрудников, которые хотели бы дальше продолжать служить своей родине. Галина Викторовна, давайте так сделаем. Давайте, я согласен, да. Ситуация Спасибо особая. огромное. Понятно, что это решение, которое прописано в законе, связано с желанием обновлять кадры, имея в виду, что должны появляться энергичные люди, молодые, все понятно. Но ситуация, она действительно непростая, и согласен с вами. Спасибо огромное, Владимир Владимирович. Это ограничение можно снять. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо большое за работу. Вы работаете где конкретно? Сейчас я сопредседатель ВАРПСУ, но я с 22 года возглавляла Мелитополь, город, как с самого начала, как только СВО началось, да. Ну, сейчас вы посматриваете, что там происходит в Мелитополе? Конечно, это же моя родная земля, я там выросла и абсолютно контролирую, помогаю своим коллегам и все время на связи. Я часто бываю в новых регионах, я, в принципе, как сопредседатель ВАРПСУ курирую наши исторические территории. Яна Валерьевна у них в гостях в Луганске, часто бываю в Донецке и в Херсонской области, езжу с коллегами, общаюсь, пытаемся понять, какие вопросы можно решить, помочь оперативно, какие... Я почему спрашиваю,
вот вы видите, что там происходит? Программы, которые мы там осуществляем, они работают? Видно, что что-то меняется? Конечно. Конечно, Владимир Владимирович, конечно, программа работает, это видно. Очень много у нас уже сейчас научились подавать заявки на гранты, грантовые конкурсы. Нам очень сильно помог созданный... Научились подавать заявки, а по этим заявкам что-то получаете? Да, но я же хочу сказать, что выигрываем, и нам очень сильно помог созданные вот региональные проектные офисы, которые были созданы при управлении внутренней политики. И эти проектные офисы очень помогли нам в создании нормативно-правовой базы, нормативно-правовых актов, которые нам в работе помогают, в том числе и участие в программах. У нас по проектам «Новая школа» очень много всего сделано. Ну, мы очень благодарны, Владимир Владимирович. Правда, мы почувствовали разницу, честно скажу. Я все время, всю жизнь там прожила, на Украине. Я видела, как нас забывают, то сейчас, конечно, Владимир Владимирович, Хорошо. это совершенно другое. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. И вот этот кадровый вопрос решим. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, ну и, конечно же, не могу не похвалиться, потому что мы гордимся этим. Власть одна без народа – это ничто. Для нас очень важно сегодня на этой встрече присутствует уважаемый нами коллега, человек, который сегодня возглавляет ТОС, территориальный орган самоуправления, в который входят простые граждане. Это представитель территориального самоуправления, лидер города Тулы Татьяна Ивановна Авдюшина. Хотела бы ей предоставить слово. Она очень просила. Владимир Владимирович, вот я сижу, смотрю на всех, слушаю. Здесь главы всей страны, депутаты всей страны. И я, общественница, представляю всю страну, все ТОСы и всех наших общественников. Вы собрали нас всех и дали возможность сказать, что мы перестали быть наблюдателями. Мы стали принимать решения вместе с властью. И власть нас слушает. Мы даем свои заявки. Я, когда ушла на пенсию, сразу возглавила ТОС. ТОС – это инициативные люди. Мы моментально стали участвовать во всех программах города, области. Мы выигрываем гранты муниципальные, региональные, президентские. Мы участвуем во всех программах, голосуем и в региональных, и в федеральных. Это все общественники. ТОСы и старосты – это все мы. Мы обустраиваем свои дворы. Мы ремонтируем дома по грантам. Мы и по программам, и по домам. Мы в своих дворах обустраиваем детские площадки, спортивные площадки. Мы занимаемся спортом. Мы по президентскому гранту трижды ездили в Санкт-Петербург на соревнования международные по северной ходьбе. Мы занимаемся в дворах. С нами присоединяются молодежь, дети. А какие праздники двора мы проводим? Выходят всей семьей и все поколения. Мы выставляем столы, печем пироги, чаепитие, игры, конкурсы, общение. И вот в наших дворах, которые мы отремонтировали, которые мы вместе с властью сделали, там и начинается территория семейного счастья. А когда началось СВО, мы все мобилизовались, всей страной. И мы стали помогать нашим защитникам. Мы плетем сети, мы делаем окопные свечи, мы делаем сухие обеды, сухие души. Носки вяжем ребятам. Мы подсобираем гуманитарный груз. А наши дети и внуки пишут письма и отправляют свои рисунки ребятам. Вы знаете, вот я вижу, здесь молодежь, и много говорится о молодежи. Совершенно правильно, у нас очень хорошая молодежь, Владимир Владимирович. Но мы, серебряные волонтеры,
мы всегда в строю. И знайте, мы всегда поможем, будем стараться делать так, чтобы наши малые города преображались в лучшую сторону. И мы каждый день это доказываем. Вам спасибо большое. Вы все сказали, собственно, добавить нечего. Общественники, инициативные люди, волонтеры и направление вот этой работы тоже вы обозначили: обустройство территории, массовый спорт и так далее. Ну вот это и есть прямая связь. Это и есть наша жизнь. Да, абсолютно точно. Да, власть нас слышит, и мы с удовольствием тоже откликаемся все. Власть вообще должна слышать всегда и реагировать. Но а на таком уровне, о котором мы сейчас говорим, муниципальный уровень, это вдвойне, втройне важно, потому что вот это и есть, вот, как вы говорите, общественники, инициативные люди, это и есть люди, ради которых и власть существует и работает. Поэтому мне остается только вас поблагодарить за вашу работу и выразить надежду, что вот эта взаимосвязь и стремление к достижению общих целей, она и будет нас объединять, и будет помогать добиваться нужных результатов. Спасибо. Спасибо вам. Татьяна, вам спасибо большое. И всем тем, кто с вами работает вместе. Не только в Туле, но и по всей стране. По всей стране. Спасибо. Владимир Владимирович, ну а мне, как сопредседателю, конечно же, хочется сказать, что мы понимаем, что в своем графике, найдя для нас время, это сигнал, что мы ваша команда, что вы нам доверяете, что все, что мы сегодня обсуждали, это для людей. И вы нам, я записала здесь несколько заданий, дали, мы над ними тоже, обещаю, проработаем, это важно для нас. Я хотела бы, услышала, что сегодня встреча с председателем правительства, и его поблагодарить, и команду министерств, Владимир Владимирович, благодаря муниципальному диалогу, который заработал проект в стране, сегодня не осталось ни одного ФАИВа, ни одного министерства в правительстве. Мы с председателем не встречались, а министерства все, и вчера очень многие откликнулись. Очень честный деловой разговор с Министерством строительства, и вот говорили энергетика, и транспорт. Очень активно с нами встречаются в министерствах. Владимир Владимирович приглашает министра к себе в кабинеты. Общаемся. И министр сельского хозяйства с нами в сельские территории выезжал. Диалог налаживается. Это хорошо, потому что для нас это важно. Сегодня закончится праздник, и буквально через несколько часов вся страна, главы, отправимся домой, исполнять свои обязанности, передадим ту эмоцию, которую вы нас зарядили, потому что ни от кого в стране не секрет, вы являетесь личным примером служения для нас, для каждого. И я хочу вас просто по-человечески поблагодарить. Спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что находите время, да просто спасибо за то, что вы так искренне по-человечески любите нашу страну, любите граждан. И то, о чем мы сегодня говорили, это и есть каждодневный труд, командная работа. Мы смеем надеяться, Верховный Главнокомандующий, что мы, маленькие солдаты муниципальной службы, будем делать все, чтобы вот рядом с людьми и ради людей служить великой стране, многонациональному красивому народу, ради победы на передовой, которая даже сомнений нет будет. И точно, знаете, вот как сказала Татьяна Ивановна, мы будем стараться делать так, чтобы граждане, которые нам доверили власть, которые выбирают, чтобы они могли гордиться теми муниципалитетами, маленькими, большими, в которых мы родились, выросли и живем. Спасибо вам от всей души за сегодняшнюю встречу и за ежегодную возможность общаться. Она нам очень важна, нужна. От коллег скажу, они меня поддержат, мы этим очень-очень дорожим. Спасибо вам. Спасибо большое, Ирина Михайловна. Ну и тем не менее, Ирина Михайловна подвела как бы итог, тем не менее хочу обратиться к собравшимся. Если что-то есть, что вы хотите еще сказать, о чем-то проинформировать, либо что-то предложить, кто еще не смог этого сделать, пожалуйста. Да? В основном темы как бы исчерпаны. Хорошо, я тогда хочу со своей стороны тоже вас поблагодарить. Вот. Ирина Михайловна сказала, что мы маленькие солдаты,
здесь я подискутирую с Ириной Михайловной, маленьких солдат не бывает. Солдат — это звучит гордо. И вы действительно на своем посту действительно выполняете эту очень важную миссию служения не только малому или среднему, или большому муниципалитету, и людям, которые там живут, а служение всей стране. Потому что страна состоит из муниципалитетов и из людей, которым мы все служим. И хочу сослаться опять на Ирину Михайловну. Мы — команда. Спасибо вам большое. Спасибо.